Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что ждете наши встречи с Дмитрием Спиваком. Понедельничный Спивак на прямой связи прямо сейчас. Дмитрий, приветствую вас. Приветствую тебя, Саш. Приветствую тебя, приветствую зрителей, твоих, наших. А теперь по понедельникам. Жара не только погодная, но и жара политическая и в мире, и в Украине, и вообще везде какая-то такая жара аномальная. И чем она закончится, сегодня поговорим, конечно. Друзья, кто не успел подписаться, традиционная минутка рекламы, причем бесплатной рекламы. Кто не успел подписаться, сделайте это. Сегодня в оппозиции непросто, поэтому надо поддерживать. Вот, в нормальной оппозиции, не в картонной, а в человеческой оппозиции. Сегодня непросто. Вот, ну и с вас сегодня лайк. Ну, хотя бы за то, что я уверен, что мои мысли по многим заданным Александром вопросам будут отличаться от мыслей многих разных других комментаторов, экспертов и так далее. Вот, поэтому как бы с меня анализ, аналитика и прогнозы, с вас лайк, думаю, что это несложно. Да, поддержите меня, да и алгоритмам Ютуба тоже поможем. Готов, Саш, Да, поехали. друзья, все как традиционно, как всегда, в формате прямого эфира. QR-код, который видите возле меня, возможность поддержать канал и чего-то написать параллельным образом. Начнем ответы на ваши вопросы с этого блока. Ну и, конечно, клуб зрителей, телеграм-канал Шелест, закрытый клуб, там тоже можно оставлять вопросы. А так, заблаговременно, как всегда, и люди этим уже пользуются, за буквально считанный там час-полтора сразу набежала куча вопросов к Дмитрию в сообществе YouTube. Чат трансляции подключим тоже 100%, прямо вот с самого начала и вот туда, в финале, завершим общением вживую с вами, уважаемые зрители. Поддержите действительно, поставьте лайк, подпишитесь и, в общем, давайте не теряться. Начнем наш сегодняшний разговор с вот такого вопроса. Когда закончится война? И три варианта ответа. Через месяц, через полгода, через год, через же. Причем для всех сторон. Какой вариант выберете? Повтори еще раз первых три. Через полгода, через год, через месяц. Горячая стадия войны через полгода, но зависит она от двух договоренностей между двумя парнями, товарищем Трампом и товарищем Си, которые сентябрь-октябрь вот к этому моменту должно прийти, а сейчас их встречи идет такая очень серьезная, мощная артподготовка, но я об этом расскажу. Поэтому мой ответ, ну, вот такой. И запятую ставлю, если же это будет не так, то тогда вступает в силу четвертый вариант, предложенный тобой. Через же, причем действительно, ну, для всех. Поэтому не хотелось бы. Так, давайте вы тоже проголосуйте, друзья. В конце подведем итоги, посмотрим, совпало мнение или нет. Ну и, конечно, свою аргументацию приводите в комментариях. Дмитрий, начнем обсуждение такой глобальной темы с Урсулы и Трампа. Они встретились в Шотландии, причем предваряла эту встречу, и там дальнейшие встречи со Стармером, там американско-китайская делегация, это все красиво ложится в этот приезд Дональда Трампа на, ну, можно сказать, европейский континент. Все было очень напряженно. Проанализируйте, пожалуйста, итоги, и действительно ли правы оказались те аналитики, которые до этой встречи четко делали акцент на том, что это встреча или ряд встреч, которые должны положить конец войне в Украине. Ну, кроме всего прочего, экономического и так далее. Вот я просто действительно очень был прям ошеломлен, когда встретил эту мысль на страницах западных изданий, что этот визит Трампа не в Турцию, не Трамп, Путин, Си, не Зеленский, Путин, Трамп с Эрдоганом вместе или без Эрдогана. Нет, не вот здесь все решается, а конкретно сейчас, в моменте договоренности Трампа. Что думаете, действительно там было много Украины или это вообще не про Украину? Да не, при чем здесь Украина? Это не про Украину. Это про геостратегическое распределение мира и рынков. Одного из главных рынков это энергетических. Одного из главных и больших рынков для энергетики это Европа, там 500 миллионов. Это про кто кого пересилит и перегнет. Дональд Трамп Европу или Европа Дональда Трампа. Это про Вашингтон-Лондон. Это про Трамп Федеральная резервная система.
Это про Трамп и леваческая брюссельская дипломатия, значит, демократия в лице Урсулы. Там же много тоже погроз было и так далее, и так далее. И, конечно, это про давление Дональда Трампа на Путина, ну, потому что он готовится к 1 сентябрю, я сейчас все это покажу, поэтому я согласен, Саш. Ну, вот я не знаю, кого ты имел в виду, но я тоже так считал и говорил неоднократно, что сейчас весь мир вот наблюдает, кто кого. Да, Трамп ЕС или ЕС Трамп или ничья. Я могу сказать, что он чемпион. Ну, просто Аргентина и Майка 5:0. То, что они подписали с Урсулой, вот у тебя на, так сказать, на нашей, ну, так сказать, как это сказать, название нашего эфира на обложке у тебя «Лиса Урсула». Я не знаю, какая она Урсула лиса, но он ее обыграл просто в одну калитку. И последствия, вот запомните, что я вам сейчас скажу. Сегодня первая, это премьер-министр Италии Мелони, первая, по-моему, прозревать начала. Кто говорит, да, здорово, мы, конечно, приветствуем, слава богу, эскалации не будет, и мы подписали. Дальше она ставит запятую, говорит, но дальше надо детально, блин, вообще посмотреть, а что там, как там, и пообщаться с экономистами, и не с теоретиками, а с практиками. Более того, уже промышленники Германии начинают выть. Мерц там сказал, как всегда, ура. Ну, все, что делает Трамп, Мерц говорит ура. А именно поэтому я прогнозирую, что то ли война в Украине закончится раньше, чем Мерц будет продолжать оставаться на этой должности, то ли по-другому. Потому что мой прогноз политический, что и Мерц, и Стармер ненадолго в своих креслах. Причины разные, но прогноз такой. Поэтому Аргентина и Майка 5:0 в пользу Дональда Трампа. Ну и кто еще мне скажет, что он работает на Путина, что он играет в Путина, и что он вообще взбалмошенный старик, тут такое, он в Шотландию полетел в гольф играть. Ну, кто-нибудь еще что-то скажет про Трампа и Путина, или нет? Так вот я вам могу сказать, друзья, просто его никто не понимает. Мы все привыкли к американским президентам классическим. Он другой, он не политик. Он полетел играть в гольф как бы, ну просто типа полетел в Шотландию, как бы открывать свой гольф-клуб. Причем об этом пишет с удовольствием. Он там купил давно гольф-клуб, вложил туда 150 миллионов долларов, поехал там на открытие. Но одновременно с этим, посмотрите, какая работа провелась. А теперь что он подписал? Внимание. Он полностью этим соглашением с Европейским Союзом в краткосрочной перспективе, а может быть и дольше, отодвигает Россию от энергетического кризиса рынка Европы. В этой сделке, Такая хорошая это можно назвать оговорка, сделкой, оговорка у вас хорошая по Фрейду. Ну-ну. по Фрейду, да. Значит, он подписал. Да, это может возникнуть и кризис в том числе. Все бы такие вещи, такой передел рынков иногда сопровождается и кризисом в том числе. В этом кризисе опять же могут пострадать европейцы, согласен. Но что они подписали? 15% пошлины на европейские товары на американском рынке. И, внимание, 0% пошлины на американские товары для европейского рынка. Запятая. Европа обязуется в течение 3 лет закупать на 750 миллиардов долларов, думайтесь, под триллион. Газ, нефть и сжиженный газ СПГ у Соединенных Штатов Америки и еще 600 миллионов долларов Европа обязуется, ну в этом соглашении так написано, вложить в американскую экономику инвестиций. Значительная часть из которого это закупка оружия. И, значит, работа на американский ВПК. А дальше Трамп говорит, вы закупаете у меня оружие, дальше как хотите, Украине передавайте, себе оставляйте, воюйте, не воюйте, мне по барабану. Вот я произвожу оружие, вы закупаете, а дальше куда угодно. Ну, конечно, это блестящая комбинация Трампа. Ну, конечно, на мой взгляд, Урсула подписала, ну, на мой взгляд, это экономическая такая, ну, не хочу слово капитуляция, плохое оно слово, но не в пользу ЕС эта история. И я тебя уверяю, Саш, я тебя уверяю, что ведь это соглашение США-ЕС, а ЕС это же не просто какая-то там структура. Ну вот Урсула подписала. А все же эти обязы должны будут выполнять отдельно взятые страны. Отдельно взятые правительства, парламенты, бюджеты. Я не убежден, что для металлургической или химической промышленности Германии, для атомной промышленности Франции, для, не знаю, там, винной промышленности Италии, для автомобилестроения, я не уверен, что для крупной промышленности Европы это хорошая история. Ну а то, что Трамп
вот этим всем соглашением, поддавливает Путина в вопросе потери одного из направлений экспорта нефти и газа, это однозначно. Дальше идем. Здесь все взаимосвязано, Саш. Ведь находясь в своем гольф-клубе, значит, он подписал сделку с ЕС и дальше перешел ко второму пункту морализонского балета, о котором мы с тобой говорили ровно 7 дней тому назад. Сейчас вступает на финишную прямую его главное столкновение. Дональд Трамп, Федеральная резервная система-Лондон. Вот сегодня он говорит с Трампом, с Стармером, ну, Трамп со Стармером. Я думаю, что это публичная такая история. Мы все понимаем, кто стоит за Стармером, кого он представляет, какая диспозиция сегодня, какова роль господина Пауэлла, главы Федеральной резервной системы, какую бяку могут подбросить Трампу те, кто стоят за Федеральной резервной системой, могут кризис организовать, могут ставку не опустить, могут разные вещи. Они деньги печатают, у них станок. И вот сегодня Трамп выходит на финишную прямую. Или они договорятся с Британией. Показателем этого будет даже не отставка Пауэлла, это уже слишком, хотя и не исключаю, но как минимум снижение, процентной ставки. Или не договорятся. И от этого также будет зависеть и отношение Трампа в геополитическом измерении, и, конечно, наш украинский вопрос. Третья история. Казалось бы, он всего лишь играет в гольф. Соединенные Штаты Америки сегодня сняли ограничения для экспорта технологий в Китай. Такая смягченная позиция, на языке дипломатов, политиков, это большой месседж. Трамп дает месседж Си Цзиньпину. Несмотря на то, что Китай – это главная угроза США, в Америке этого не скрывают. Причем это угроза на весь 21 век. Что касается России, то в Вашингтоне цель и задача ослабить Россию, а не ее уничтожение. Кстати, по поводу ослабить Россию, у меня есть такое ощущение, что и у Си Цзиньпина такая же позиция, просто они по-восточному хитрее, умнее, помогают России, все замечательно, мы вместе. Но чем дольше Россия увязает в войне в Украине, тем она ослабевает. Я покажу это дальше. Ослабевает в Средней Азии, в Закавказье и так далее. Поэтому как раз у меня такое ощущение, что у Вашингтона, у Пекина в отношении России тактически расходятся позиции. Пекин и Москва вместе, братья навек. Путин летит к Си Цзиньпину, он, конечно, ему будет помогать и так далее. Но стратегически Китай-то стал тем Китаем, которым он есть сегодня, за эти 3,5 года войны, стал геополитическим монстром, противовесом США. Короче, ведь готовится встреча Трампа и Си. И вот он дает такой месседж. Снимаем ограничения на технологии. Я думаю, что Си в ответ снимет ограничения на экспорт китайских редкоземов в Соединенные Штаты Америки. Зачем все это делается? Если кто-то думает, что Дональд Трамп дал 50 дней и забыл про это, он ничего не забыл. Просто ввести стопроцентные санкции против России и вторичные санкции против покупателей российской нефти или не ввести, к этому нужно подготовиться. И главный подготовительный рубеж будет зависеть от того, договорится Дональд Трамп с Си, что Китай не будет покупать российскую нефть, в случае, если Трамп введет эти санкции, или не договориться. Потому что у Китая будет тоже выбор. Что выбрать? Американский рынок и отказаться от импорта российской нефти. Или российское партнерство и забить болтом на эти санкции и продолжать покупать у России нефть. Вот главный, ключевой аспект, над которым работает сегодня министр торговли Америки Лютник, министр финансов Бассен. Я думаю, что другие люди, фамилии которых мы не знаем. Вот задача Трампа понять, он договорится об этом с Китаем или нет. Если нет, он вводит санкции против России. Против России может ввести, не имеет значения. Он не будет вводить стопроцентные санкции против глобальных покупателей российской нефти. Если договорится, введет эти санкции. Вот чем занимается Дональд Трамп. Следующий аспект, как он поддавливает Россию со всех сторон, готовясь к 1 сентября. 7 дней тому назад мы с тобой обсуждали, и вот сегодня эта тема имеет продолжение. Посмотри, как оно все связано, как оно выходит в одни и те же даты. Просто в одно и то же время.
США практически договорились с Арменией, есть там определенные шероховатости, там тоже и бриты, и турки, там не только Армения играет, о том, чтобы взять на 100 лет в аренду, значит, Занзигурский коридор. Это, если произойдет, и там идет речь о том, что управляющая компания США будет иметь 40%, значит, Армения, там Турция и вместе с Азербайджаном, с Баку, значит, по 30%. Если это произойдет, ну, это просто колоссальный удар, и об этом уже заговорили сегодня в Иране. Это колоссальный удар по Ирану, это колоссальный удар по России, по этому пути север-юг и так далее. В это же самое время Китай вкладывает огромные инвестиции в Казахстан, особенно вот все, что касается этого один пояс, один путь. Там идет речь об инвестициях 100 миллиардов, но Китай это отдельная тема. А в то же самое время, как США ведет переговоры о взятии в аренду вот этого Зангезурского коридора, Украина сегодня подписала с Баку впервые ну, некий такой пробный контракт на закупку азербайджанского газа на осенне-зимний период. Впервые азербайджанский газ через Транс-Болганский коридор. Вот все эти события, по мнению Дональда Трампа, а он одним выстрелом просто, по-моему, как ни один президент Америки, никто так себе еще не позволял, он хочет одним ударом просто зацепить зону влияния и Турции, и Азербайджана, и Ирана, и России, и Китая, и стран Центральной Азии. Вот этими всеми своими манипуляциями геополитическими и инвестиционными. Так вот, всем этим, он подталкивает Путина, что хочешь, давай говори, смягчай свою позицию, я готов. Значит, Не хочешь, значит, я смотрите, иду по своим поводу, путем. тут есть очень много нюансов. Заканчиваю. Вывод Очень много нюансов. Сделаю вывод и буду слушать внимательно твои вопросы. Вывод мой такой. Учитывая статью в Bloomberg, она тоже появляется не просто так именно сегодня. И, достаточно непростых и проблемных вопросов в экономике российской. Потому что военные рельсы это здорово, но потеря части экспорта энергоносителей и части экспортно ориентированных рынков, это будет удар. Поэтому, когда я слушаю сегодня Пескова, а это Кремль говорит устами Пескова, и он не меняет свою риторику, рассказывая какую-то хрень про цели СВО, мы должны там чего-то добиться и так далее. Хотя весь мир понимает, что ни одну из заявленных глобальных целей они не добьются, все как раз наоборот. Какая денацификация? Каждая ракета, летящая вот сюда, вызывает все больший всплеск национализма, там, этнического и так далее, уничижение там, и унижение русскоязычных и так далее. Какая демилитаризация? Какого количества оружия, как будет в Украине в ближайшие 2, 3, 4, 5 лет, Украине даже сниться не могло там 10 лет тому назад. То есть или в Кремле не понимают угроз геополитического характера, что они теряют Армению, Азербайджан, обязательно потеряют часть европейского энергетического рынка, они потеряют часть казахского рынка, они потеряют часть влияния сирийского своего, они видят, что они ничем не могут не помочь Ирану, Иран будет закупать у Китая и у Турции там вооружение, технологии и так далее, потому что у России просто нет ресурсов распыляться на все это. Все, что они зарабатывают, они тратят на ВПК и на войну в Украине. Вот этими всеми мероприятиями Трамп подталкивает Путину к договоренностям и поиску компромисса. Поймут это в Кремле, значит, к сентябрю к чему-то это все будет выходить, отвечая на твой вопрос в начале программы. И где-то 4-й квартал 2025 года начнутся серьезные переговорные процессы. Причем переговорные процессы, а не ультиматум и хотелки. Хочу вот это и вот это. Это не переговорный процесс, это блеф. А мы все-таки ждем, что к переговорному процессу Кремль подтолкнут. Или нет. И тогда будет 4-й пункт твоего, Саш. Но не хотелось бы. Все, вот такой мой анализ всего того, что произошло в Шотландии. Очень много там слабых мест в этом анализе. Вы человек уже взрослый. Вы верите, правда, в азербайджанский газ? Вот прям в азербайджанский газ вы верите? Который через Трансбалканский коридор будет поступать в Украину. Хватит уже, уже сколько Саш, десятилетий скажи, у нас это происходит. Ты же меня спросил, верю я или нет. Мы же с тобой верим в азербайджанский Сакар.
который постепенно овладевает розничным рынком Украины. И это заправка номер один, это все признают. Да, ну я вот три, ну мы же в это верим, верим. Мы верим в игру Британия, Азербайджан, Турция и в то, что Алиев никогда не пошел бы на такое откровенное противостояние с Путиным без поддержки из Лондона и из Анкары. Мы в это все верим? Верим. Мы верим в то, что сегодня в Средней Азии и Закавказье идет тотальный передел коридоров. Коридоров. Сегодня исторический момент. Все пытаются изменить миропорядок. У кого какие силы есть. Что касается газа, как ты сказал, верю я или не верю, надо сейчас посмотреть контракт. Надо посмотреть первые поставки. И надо внимательно послушать два комментария. Два. Что скажут в Баку и что скажут в Газпроме. Все. Больше ничего не надо. Никакую прессу западную читать не надо. Исходя из этих двух комментариев, мы с тобой все увидим. Это таки да, азербайджанский газ или как бы немножечко нет. Давай дождемся. Здесь осталось там 2-3 недели. И я думаю, что эта Ну, ситуация очередная просто, будет для всех понятна. очередная пыль в глаза просто. У нас был Да, словацкий не газ, спеши. у Не нас был спеши. словацкий газ, у нас вообще и газа В этого на Словакии самом нет деле. газа. Ну как нет? Как нет? Вы В Порошенко Словакии нет расскажите, газа. что в Словакии нет газа. Я и Порошенко это рассказывал, и всем Понимаете? рассказывал. В Словакии нет газа, Словацкий газ. это обманка. А в Азербайджане есть газ. И трансбалканский коридор есть. Да, а какой газ идет по Это трансбалканскому серьезная коридору, история. кроме азербайджанского? И турецкий поток есть. Из Турции у нас такое себе. И турки почувствовали момент завладевания теми рынками в Средней Азии, которыми раньше владела Россия. Не торопитесь, друзья. Идет передел мира. Хорошо, Я вы не не ответили. списываю русских с этого. Нет, вы Да. уже списали русских. Смотрите, вы списали и сделали, наверное, фатальную ошибку в том, что из себя представляет ну, вот этот дальнейший расклад. Фатальную почему? Потому что она вот четко ложится на стратегию удушения, ну вот, разыгранную еще при Советском Союзе. Помните, там, вот мы тут сейчас с Китаем, Трамп с Китаем договорился, сыграли третьего лишнего, третье лишнее теперь Российская Федерация. Нет, я же не произнес эту фразу. Да не будет здесь третьих лишних. Ну зачем, Саш, давай будем все-таки корректными. Я вообще не произнес ни о третьей лишней, ни о пятой лишней. Я просто говорю о том, что сегодня, пока Россия увязла, я подчеркиваю это, в войне в Украине, но не хочет демонстрировать и сдавать позиции и идти на какие-то компромиссы. На тех геополитических направлениях, в том числе энергетических рынках Средней Азии и Закавказья, идут разные изменения, идет передел рынков. И вот в этом переделе рынков очень серьезный вес набирает Китай, ну и сегодняшними шагами, безусловно, очень серьезное влияние набирает Соединенные Штаты Америки. Никто же не будет спорить, что 5 лет тому назад Казахстан, Армения и Баку пикнуть не могли вообще в сторону, пока не слетают и не посоветуются в Кремле. Ровно 5 лет тому назад. Сегодня же совершенно иная картина, поэтому абсолютно мой анализ, он соответствует просто реалиям. Здесь нет третьих лишних, пятых лишних. Здесь идет речь о том, что идет передел рынка. И если Россия хочет участвовать в будущем глобальном мироустройстве, их надо подтолкнуть к Смотрите, окончанию войны в Украине. Вот все, что делает По Трамп сейчас поводу, и остальные по игроки. поводу моей фразы, по поводу фатальной ошибки в вашем анализе. Получается, что Россию подталкивают к полному захвату Украины. Ну, Нет, не получится. Нет, это прямо следует из той картины, которую вы разложили, с укусом по интересам в Средней Азии, Центральной Азии, с раскладом по Европе, которая как бы должна отказаться от российских энергоносителей. Смотрите, тут просто есть два варианта. Вариант первый. Никто ничего вообще не откажется. Это все вот это мыльный пузырь, как и сейчас, когда Европа покупает у России энергоносителей больше, чем предоставляет помощи Украине. Вот примерно так это и останется, просто оформят как-то это все дело по бумажкам по-другому. И второй вариант, что да, действительно, все, пошли танкеры с нефтью, с газом, Америка, Трамп пришел, Трамп красавец, вот смотрите, мы вытеснили. А куда пойдут энергоносители российские? Ну вот куда? Китай отговорят покупать. Ну хорошо, отговорили Китай и Индию покупать. Но энергоносители-то есть. Объем рынка, он остается прежний. Цена становится вопросом номер один. И получается, что вот
при таком давлении у России нет выхода, как решать окончательно вопрос с Украиной. Окончательно это физически, тотальной войной, идти на Одессу, идти А там в сейчас сторону не идет Запада. тотальная война, да, в смысле, 3,5 года сейчас так в бирюльке они играют, да? Ну, смотрите, а насколько она тотальная, мы можем видеть по примеру Газы. Вот сейчас. Где голод уже наступил, который, кстати, прогнозируют и в Украине в ближайшее время, но по другим причинам. Не потому, что там продовольствие не пускают. То есть, понимаете, в чем дело? То есть, тут идет совершенно другой тогда расклад. И таким образом, прижав Россию, вот как вы говорите, с двух сторон, она будет отстреливать конкретно по Украине. И движение вот не Я еще закончится. раз спрашиваю, а 3,5 года она не отстреливает конкретно по Украине? Вы все живете, продолжаете в каких-то мифах о всесилии и победоносии российской армии. Это первое. Второе. Никогда не сравнивай, Саша, извини, я не даю тебе советы, но просто, если ты сейчас на карту заведешь Украину, просто территорию Украины и территорию сектора Газа, возможности экономические, недровые, ресурсные вопросы, возможности Украины и сектора Газа, ну как можно проводить параллель? Да, там будет голод, здесь не будет голода. 3,5 года Украина стоит под бомбежками, тотальными бомбежками ежедневными. Экономика стоит, работает, как-то выживает. Да второе, третье. О каких целях, о каком захвате, о чем вы вообще говорите? Ну, о чем вы говорите? О применении ядерного оружия вы говорите. Это вот все, что вот последняя за пазухой есть. И вот Россия так и будет продолжать весь мир пугать ядерным оружием. Я думаю, что миром правят же сегодня не ядерные боеголовки. Сегодня 21 век. Миром правят технологии, еда и энергоресурсы. Коридоры воздушные, морские, железнодорожные, автомобильные, океанские. Миром правят деньги, экономика, рынок, а не ядерное оружие. Ну, понятно, Саш, я понимаю, что всегда есть два варианта. Ну, если нет, то мы тогда вот. Ну, тогда о чем мы с тобой говорим? Ну, если в мире начнется Третья мировая, то эфиры заканчиваются. Мы же все-таки об этом не говорим. А кроме ядерного оружия? А кроме ядерного оружия постепенно кольцо сужается. Ну, надо войну останавливать. И в Кремле это должны понять, что надо сбавлять свои требования. Вы не победители. Надо искать компромиссы. Где-то в вашу пользу, где-то не в вашу пользу. Надо искать компромиссное решение. О чем Украина говорит уже не один месяц, что мы готовы и на перемирие без условий, и на обмен пленных. Мы готовы говорить. Мы готовы встречаться, ну, то есть президент Зеленский готов встречаться с президентом Путиным. 1 на 1 или при посредничестве Трампа, там, Реджеп Таипа Эрдогана, Папы Римского, кого угодно. Мы готовы. А нам что говорят? Отдайте вот это, возьмите вот это. Да, это же несерьезная история. Я поэтому начал не с отношений Украина-Россия. Я поэтому начал с того, что происходит в мировых как бы раскладах. Ведь интересы же России, Саш, простираются далеко за пределы Украины. Россия влияет и влияла там, серьезно на определенные вещи там, на Ближнем Востоке, за Кавказе, в Средней Азии, в Африке, в Латинской Америке. Что такое влияло? Это же не ядерная дубина. Влияло экономически. Сегодня у России нет денег соревноваться с китайскими инвестиционными фондами и с американскими инвестиционными. Кто больше вложит? Нет у них денег. И поэтому свято же место пусто не бывает. Это же рынок, это же, ну, мы же никто никому ничего не должен. Если появляется возможность, китайцы вкладывают сюда деньги в Азию, в Африку, в Латинскую Америку. Если у Америки есть возможность демонстрировать свое величие, вкладывают сюда деньги. Были бы деньги у России, лишние возможности, они бы тоже это делали. Сегодня у них нет просто возможности, поэтому часть рынков отходит. Теперь Европа. Да продолжат они у России покупать газ, просто потому что он дешевле американского. Будут пытаться они Трампа обманывать, это понятно. Все это понятно. И нефть будут, нефтепродукты будут покупать, и сжиженный газ. Потому что Россия готова как бы, ну, на энергоносители давать политическую цену, хотя это же себе в убыток тоже, ну, в определенный убыток, в определенный. Америка не готова. Рыночная цена американского товара, конечно, выше русского. Поэтому часть стран Европы будут продолжать покупать у России. Но часть рынка, часть, Не, как смотрите. говорил Вы Бендер, лучше давайте часть. выходить Она же на... останется без Нет, русского давайте газа. выходить Это на... потеря в бюджете. Выходить давайте на военную историю. То есть, Да, пожалуйста, это когда вы другая говорите, тема. надо закончить, да, то тут же есть два пути закончить. Да? Вы говорите о том, что вот что кроме ядерного оружия.
но Reuters опубликовала на днях о том, что товарищи корейцы уже вполне серьезно, в товарном количестве, а не так точечно, могут встать на сторону Российской Федерации. И их количество может позволить Путину избежать тотальной мобилизации. О чем тоже, кстати, говорят. Да? Там призыв, система призыва на срочную службу, и постоянно под призыв возникает тема, в общем, мобилизации россиян. А их много, и вот они все попрут, и вместе с корейцами. И как бы сейчас-то на фронте не сладко, понимаете, по поводу прорывов Тяжело. в Донецкой, Харьковской области. Откусили, вернули назад вот этот буферный кусок, да, вот этот откусил ВСУ ценой героических усилий, и там Сырский послал всех, кого можно, лучшие бригады, откусили одно село, Кондратьевку. И это действительно хоть какая-то победа, да, в последние недели в сводках. А так мы катимся и катимся назад, отступаем, пятясь. То есть я не говорю о том, что там что-то по Украине не применяли в плане там воздушных атак. Вопрос в характере войны. То есть задача тогда придется завоевывать конкретно и больше. Не только то, что Я там они отвечу одной списали. фразой. Я отвечу тебе одной фразой. Спасибо, что ты это сказал. Ты мне прям помог сейчас, Саш. Фраза моя будет звучать так. Но если вторая армия мира и вторая ядерная держава мира, великая ужасная Россия, для того, чтобы хоть как-то продвинуться по территории Украины, должна задействовать северокорейских солдат, более комментариев не имею. И пусть весь мир видит, и друзья России, партнеры, союзники, пусть весь мир тогда увидит, если это произойдет, что товарищ Путин в Кремле принимает решение не идти на компромисс, пытаться говорить, заключать мир, соглашение, а пытается дальше давить, вот даже такими путями, когда там привлечением северокорейских солдат. Сколько их там привлекут? И что они решат? 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч? Что решат? Еще 15 сел завоюют на каком-то направлении. Пусть весь мир это видит. Окей. Для нас это плохо, для Украины. Мы же здесь живем под обстрелами. Нам хочется, чтобы закончилась война. Но нас же заставляют капитулировать. А никто не понимает, а почему, собственно. Нас пытаются заставить подписать капитулянские условия. Поэтому это последний довод. Вот северокорейские солдаты это последнее, что у них есть. Но окей. Нет, ну Если так, то окей. Но я с подождите, тобой можно... говорил об экономике, а ты перевел тему на северокорейских солдат. Нет, я не Я перевел тебе тему про на север. геополитические Смотрите, расклады, а ты про это и есть северокорейских солдат. геополитический расклад, потому что сегодня там был какой-то форум и сделал программное заявление Лавров. Говорит, впервые в истории Россия воюет одна, даже не в одной мировой войне такой, против всего Запада. Ну, то есть, я думаю, вам попадались эти заявления. То есть, это ведь тоже такие какие-то смысловые посылы, да, вот эта нагрузка на то, что Россию там хочет ослабить чуть ли там не полмира и так далее, и так далее. Просто если, опять-таки, не выторгуешь, то есть те процессы, о которых вы говорите сейчас, ну и мы говорили выше, Зангезурский коридор, влияние там, в подбрюшье России в той стороне, казахская нефть, эти вопросы не решить остановкой войны в Украине, понимаете? Вот в этом, Эти вот в этом вопросы причина. все решаются Нет, остановкой войны в Украине. Сейчас скажу как. потому что санкции не снимут. Эти интересы, они природные для всех акторов. Азербайджан, Турция, ну вы поняли, это Армения. То есть никто не скажет, армяне, все, мы теперь с вами не будем сотрудничать, мы вас отдаем России. Армяне спросят, а почему? А потому что Путин пошел на прекращение огня без условий. Этого же не будет, это же Да нет, парадокс. Саш, это ошибочное мнение, что весь мир торгуется с русскими по Украине. Вообще это ошибочное мнение. Сегодня весь мир занят, вот услышьте меня, пожалуйста, все. Ну там маленькая Польша получает сегодня дополнительные там льготы по кредитам на ВПК свое от Америки. Ну короче, все видят несколько вещей. Первое. Мировой порядок 1945 года или тотальное доминирование, монополия на власть 1991 года США закончилось. Правила закончились, международный порядок не работает. Израильский Кнессет поручает правительству, там, что можно аннексировать значит, берег реки Иордан. А эти претендуют на эту территорию, а эти на эту, а Трамп хочет это, а Трамп, значит, на Гренландию. А это
То есть Россия хочет это по Украине, а Турция хочет восстановить. То есть в мире начался безумный, такой безумный, что ли, хаос, где каждый игрок понимает, что идет 3-4 года формирования новых мировых правил, нового мирового порядка, новых международного права. Надо откусить как можно больше тех свободных мест, которые как бы освобождаются в результате изменения правил. Вот и все. Вот чем заняты все. Процесс Европа, Украина, Трамп, Россия. Да, конечно, он хотел бы там иметь там, бизнесовые отношения с русскими. Потому что главный-то враг для Америки и главный, так сказать, главная угроза для Америки – это Китай. И США с Китаем будут противоборствовать по всем направлениям. Нефть, газ, технологии, искусственный интеллект, редкоземы, космос. Для этого Трампу как бы нужна Россия. Но Дональд Трамп 4 месяца был настолько добрым и комплементарным с Путиным, ну, раз 5 они общались, они говорили, они созванивались. Его спецпредставитель Уитков в Москве был как у себя дома. И дальше Трамп видит, что бессмысленная какая-то история. Ну там толдычат одно и то же. Отдайте нам Кемскую волос и еще 4 волости. Вот отдайте и все. И оружие не закупайте. И вот это не делайте. И вот это не делайте. И Трамп понял, что это бессмысленное занятие. А пока втихаря каждый игрок, а еще есть бриты, а еще есть очень амбициозные турки, а еще появились очень амбициозные азербайджанцы, втихаря начинают откусывать потихонечку зоны влияния. К войне в Украине это, Саш, не имеет вообще никакого отношения. Но просто совпало по времени. И вот я все-таки надеюсь, что в Кремле понимают угрозы перераспределения геостратегического влияния. И я надеюсь, что они пойдут на определенные уступки, и что в сентябре месяце начнется какой-то Мы с вами процесс. здесь... Что касается поездки Путина к Си Цзиньпину, я не вижу там больших сенсаций. Они партнеры, они союзники. Китай будет помогать. Россия нужна Китаю как стратегический антиамериканский, антинатовский проект, как ресурсный проект. Не-не-не, Арктика, подождите, вы Северный сейчас, путь. вы сейчас Нет, что-то, подождите, вы сейчас идеологически да. наворотили какую-то страшную историю. Как, Ничего не то наворотил. есть, то есть Китай, как бы, Россия это прокси Китая, Нет, младший партнер. младший Почему партнер прокси? прокси Нет? Китая, то есть острие против НАТО, подождите, ну, Конечно. стойте, Младший это, партнер, да. э, Экономически несовместимые потенциалы. Ну, никто же не будет спорить, что Китай сегодня номер один в восточном таком острове, я это так называю. Да, глобальный юг, глобальный восток, там БРИКС и так далее. Ну, кто-то поспорит, что Китай номер один, ну, назовите Россию номер два, окей. Хотя там и Индия, и Бразилия есть и так далее. Учитывая просто, опять же, что в России 6 тысяч ядерных боеголовок и вся таблица Менделеева, ну, как бы, да, они игроки. Они до сих пор игроки, вопросов нет. Но у тебя, Саш, возникает сомнение, у кого мощнее экономическая подушка, нет, у у Китая или у меня России? целеполагание возникает сомнение, просто понимаете, в чем дело? Это очень интересный прием, который вы применили. Россияне называют нас, ну, Украиной антироссией. Этот проект давно раскручен не без помощи там, НКО, некоммерческих организаций, Согласен. Соросом и так далее, и так далее. И сейчас для того, чтобы, ну, как бы переложить, это называется прием зеркала. То есть Китай вообще ничего не имеет против НАТО. НАТО создавалось не для Китая. Это абсолютно другая часть света, другие как бы истории. То, что там есть аукус и есть дальновидные планы, ну такие геостратегические по поводу то, чтобы оспорить присутствие Китая и доминацию в этой части света китайской, это другая история. НАТО создавалось не против Китая. Хоть и уже в последние годы были записаны вот эти там, да, антикитайские штуки в коммюнике и в документациях. Поэтому тут я по поводу этого как бы Что делаю сегодня ремарку. заявили британцы? Что они готовы воевать с Австралией, да? Если там Китай дернется на Тайвань и так далее. Маленькая Британия. Кем там воевать, хочется спросить. У вас там 75 тысяч армия, это одна рота китайской армии, да? И тем не менее, дело же в заявлении, дело же не в солдатах и не в количестве. У Америки есть солдаты. Но для чего-то же бриты это заявили,
Для чего-то же Америка говорит о том, что надо расширять это сотрудничество вокруг Китая с точки зрения Ну, Аукуса, для того, чтобы с точки Китай, зрения блокады Китая для Тихоокеанского для того, региона, чтобы Китай Южно-Китайского сблизить с моря и так Россией далее. еще больше. Да, они нормально сближены с Россией, но глобальную сделку Трамп хочет, что получить, не знаю. Глобальную сделку Трамп хочет разыграть в трехугольнике. Просто треугольник, он может быть равнобедренный, равносторонний, неравнобедренный, остроугольный, разный. Он хочет заключить глобальную сделку, но где он, Дональд Трамп, все равно доминант. У товарища Си есть другое мнение на этот счет. Я думаю, что Китай тоже готов заключить сделку с Америкой и раздеребанить мир на двоих. Но и это не получится. Поэтому без учета региональных интересов той же России, той же Турции, Европы, черт возьми, без нее тоже никак. Бритов, ну это внутри англосаксонского мира. То есть вот сейчас, август, сентябрь, октябрь, вот развиваются вот эти события, как начальный этап вот этого будущей конструкции. Но пока это все происходит, каждый пытается загробастать все, что плохо лежит. Хорошо. Извини, Саша, но в Армении, в Азербайджане, в Казахстане, отчасти, значит, в Сирии, есть вещи, которые плохо лежат. Я в нескольких программах уже просто с какой-то такой завистью говорю про Казахстан. Мне тоже хотелось бы, чтобы внешняя политика Украины была схожа на вот эту многовекторность. И когда мы говорим, мы в Украине говорим, вот нам нужно, значит, безопасность, гарантии безопасности, и мы никак не можем понять, что гарантии безопасности – это с запада и с востока глобальные инвестиции. Иди напади сейчас на Казахстан, когда там американские компании, британские компании и китайские компании, и русские компании. Там всего по чуть-чуть, причем с глобальными инвестициями. Ну иди попробуй, пойди военным каким-то путем на Казахстан. Все, они обеспечили себе безопасность А, глобальными инвестициями. Хорошо. В этом раскладе что представляет из себя игра Зеленского? Вы упомянули Bloomberg и материал о проблемах с российской экономикой, но в том же Bloomberg есть очень хороший материал, большой и достаточно разгромный в отношении Зеленского и власти в Киеве. Financial Times, у них прям можно рубрику выводить, как это, НАБУ и Украина. Прям как из пулемета строчат разного рода колонки, материалы о том, что Зеленский, даже откатив назад, сейчас очень тяжелая ситуация политически, я хочу, чтобы вы ее прокомментировали отдельно. Понятно, что, вот смотрите, все же говорят, соросята, это рука Запада, ну вот, правильно, субъектность во время войны. Пошла тенденция, говорит, ни в коем случае нельзя, скажем так, президенту, вот правильно все делает Зеленский, вот он правильно их прищучил, потому что война нынче. А Зеленский назад откатывается. А как теперь будут себя чувствовать все эти депутаты, которые проголосовали, все те эксперты, которые защищали эту позицию? Получается, что Зеленский дает назад, а вот эти все остаются неудел, буйно поддерживавшие его вот то решение. А сейчас решение новое. И западная пресса пишет, что как-то даже откатив назад и пятясь назад, уже все, с пьедестала демократии, да, пьедестал демократии, все, Зеленский рухнул и теперь уже вряд ли подымется. Если продолжить вот эту линию о будущем августовском вот этом переформате, переконструкте, да, то это, по-моему, роковая ошибка, то, что было совершено, или нет? Несколько тезисов. Первое. Я думаю, что ни один телезритель, кто следит там, за моими программами, довоенными в том числе, не даст мне соврать, что моя позиция абсолютно последовательная с начала 2020 года, за 2 года до войны. Я один из немногих в стране, тогда еще демократы, Байден, Порошенко, ну уже не Порошенко был, но неважно. Я говорил о том, что я категорически выступаю за развенчание вот этих всех структур, и они не нужны нашей стране. С тех пор, как товарищ Сытник, который 7 лет возглавлял НАБУ, решением украинского суда был объявлен коррупционером и продолжал возглавлять НАБУ, с тех пор, как все эти соросята, условные Шабунины, покрывали его и так далее. Короче говоря, нигде в Европе нет подобных структур.
Нигде, ни в одной уважающей себя стране. САП, НАБУ, НАЗК, ВАКС и так далее. Это придумали глобалисты, демократы для тотального владения и влияния вместе с этими грантовскими организациями и так далее. Моя позиция не изменилась за эти 5 лет. Я считаю, что бороться с украинской коррупцией надо. У нас достаточно органов. Мы или с этим справимся, или не справимся. НАБУ – это не про борьбу с коррупцией. Потому что НАБУ существует 10 лет, и как-то стали им мешать только позавчера. Судя по всему, 9 лет и 11 месяцев им как бы никто не мешал. Но коррупция в Украине растет. Не кажется ли вам это каким-то сюрреализмом? Выходить с картонками в защиту НАБУ и кричать про разгул коррупции, если НАБУ работает в этой стране 10 лет, а коррупция все растет и растет. Потому что задача НАБУ, прикрываемая демократами, посольством, соросятами и грантоедами, была не борьба с коррупцией в Украине. Иные задачи и иные цели. Поэтому тут моя позиция, ну извини, Саш, неизменна. Она была, есть и будет. Значит, это первое. Теперь второе. Кто там как будет выглядеть. Я про Европу хочу сказать. Неужели Не, а вы никого из скажите про вас не Зеленского, задевает? Дмитрий. Сейчас сколько? Он же Про час разворот подойду. Зеленского. Час подойду. Европа, которая, правильно Саша сказал, с утра до вечера НАБУ, 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 НАБУ. Мне хочется задать европейцам два вопроса. А что оно вам НАБУ? Вы хотите защитить украинский народ? А что не пишете про бусификацию, про закрытие границ, про там отсутствие какой-то там политической конкуренции, там где-то свободное слово и так далее, и так Это уже далее. пишут и про Что это конкуренцию, и НАБУ? про... Это То есть уже вас это пишут. не интересовало все эти месяцы? Вы стали писать потому, что задели то, что является вашим инструментом влияния на мою страну? Так это же не есть суверенитет. Это же двойная мораль Европы. То есть вас не интересует жизнь украинца. НАБУ не имеет отношения к судьбе ни одного из нас. НАБУ никак не относится ни к Шелесту, ни ко мне, никак, вообще. В Украине есть масса других вопросов, решение которых или бездействие в отношении которых влияет на судьбу каждого человека. Но нет, организовали, лекала одни и те же, только сейчас с картонками. Спасибо Петру Алексеевичу, он знает, что он делает. И соросята знают, что они теряют вот это вот. И что, люди вышли на площадь за Виталия Шабунина? Теперь про разворот, как ты сказал, значит, президента Зеленского. У нас война. И что? На нас надавило те, от кого мы зависим. Британия, Европа, мы от них зависим, это правда. В деньгах, в вооружении. Посмотрим, что будет про голосование. Я не убежден, что там все проголосуют. Могу ошибиться, но не убежден. Посмотрим, как это все будет дальше. И не является ли это некое, так сказать, да, такой вот... Посмотрим. Сегодня у нас что там? 2 дня осталось, да? Гончаренко, знаете, Нет, что 3 дня. написал у себя? Кто-кто? Гончаренко пишет. Да. Депутатам раздавали деньги за голосование, Мгм. а сейчас просят вернуть деньги назад или проголосовать как надо. То есть вы понимаете, до чего дошли? В этой стране, как вы Да, говорите, вот вы приводите аргумент, у нас идет война, хорошо. Я вам аргументом на аргумент. Тем же самым, у нас идет война. Парламент, как девку тягают, то вправо, то влево. И абсолютно не имеет ни политической позиции, ни субъектности, ничего. Нет Рады. Раду Дорогой мой Александр прикончили. Шелест. И прикончат 31 июля. Окончательно. Дорогой мой Александр, этот парламент нужно гнать было давным-давно. И тягают его давным-давно. И НАБУ здесь ни при чем. Просто разогнать этот парламент сейчас невозможно. И выборы провести невозможно. А уж столько, сколько я сказал про членов нашего парламента, про их позицию и трусковецкую школу, что сейчас повторяться? Еще раз говорю, просто НАБУ тут ни при чем. Но это может стать каким-то таким лакмусовым бумажкой, да, может быть. И поворотным каким-то ключом может быть. И разворотом может стать. И причиной того, что мы войдем в какой-то политический процесс, да, конечно, может стать. Но я обожаю такие дописы, вот, Гончаренко. Раздавали под это дело деньги. Ну да, при других же вопросах деньги же не раздают. И вообще парламентарии все 6 лет живут на свою зарплату. Деньги. Это ж страшное дело. Ну, Гончаренко же знает. Вот понимаешь как?
А, мы с тобой неделю тому назад, да, были в эфире, поэтому не виделись там во время этих картонных штурмов. Саш, весь ужас в том, что я готов поспорить, что 8 из 10 молодых мальчишек и девчонок, которые стояли вот с этими плакатами, понятия не имеют, что такое структура НАБУ, какие их процессуальные действия и возможности, каков их бэкграунд, сколько денег они потратили за 10 лет из украинского бюджета, сколько денег им дали американские неправительственные организации, и почему, и на что, для чего. А как взаимодействуют НАБУ, НАЗК, САП, ВАКС, мне не Зачем знаю. им это? Но я уверяю. Нет, зачем им это знать? Ведь мы А в зачем нашей они вышли на площадь? Смотрите, А нет, зачем они это не вышли на аргумент, площадь? это не аргумент. В политической культуре вообще принято, чтобы даже имени и фамилии министров никто не знал. Мы к этому пришли. Уже никто не знает имен и фамилии этих министров. Нормальное там европейское общество. Однако им нужно знать другое, что НАБУ занимается расследованием воровства высших эшелонов власти. Ближайшего круга Зеленского, самого 11-й год уже? самого Зеленского, вот эти все, вы же видели тоже, и, ну, не можете не сбрасывать со Да счетов, пусть да? занимаются. Да Сбрасывать со пусть счетов вот эти занимаются. пленки. Миндич, который высказывался Саш, да пусть якобы об занимаются. украинцах, да? Разговоры, кого будем прессовать, кого будем, это же все есть. И у НАБУ есть такая возможность за ними следить. Да, не по команде, по команде с Запада, но если есть такая команда с Запада, как бы мочить и доставать компромат на первых лиц государства, значит, это тоже что-то означает. И народ как раз-таки имеет право знать, а чего это вдруг Зеленский запрещает, разбивает эту систему, а потом ее опять назад возвращает. Я за. Супер. Я готов поаплодировать. Ну вот каждое свое слово готов поддержать. Просто лозунг хочу произнести. 11-й год НАБУ расследует коррупционные преступления в высших эшелонах власти. Скоро пойдет 12-й год. Ну, надо им дать еще, ну, даем еще. Пусть занимаются. Я ж за. Я ж просто объяснил структуру, откуда они взялись, кто их поддерживает и для какой цели. Нужно ли Некому бороться в расследовать. Украине с... Подожди. Если в Украине коррупция в высших эшелонах власти, конечно, есть. Есть, большая. Была, есть и, к сожалению, даже во время войны. И это не коррупция даже, а мародерство, грабить страну там во время войны. Все остальное, что ты перечислил, это ж пока одна бабка сказала. Кто-то кого-то слушал. Давайте. У кого-то чего-то есть. Выкладывайте. А вот они знают об этом. Говорите. Начните с Коболева, с нефтегаза, с Укрзалезницы, Укроборонпровод. Давайте. Но если НАБУ это вот борец с коррупцией, ну давайте. Я же сейчас в прямом эфире у тебя сейчас могу спросить. Уважаемый господин Александр Шелец, вы опытный журналист. У нас есть опытные зрители, которые сейчас нас слушают. Друзья, назовите мне фамилии. Ну, серьезные только фамилии. Такие, чтобы все знали. За 10 лет. Угу. Все? Ну, Тишина? Чернышов, известная Потому что фамилия. своих не трогаем. Чернышов. Там, где руководили те, кого назначал Запад, там коррупции нет. В Укроборонпроме при Мустафе Наемы коррупции нет. И при Петре Алексеевиче Порошенко не было. И у Сергея Лещенко на Укрзалезнице было все хорошо. И у Гонтарева, и... Слушайте, у вас просто с памятью, а у меня Нет, все хорошо. Чернышов. Вот называю вам Чернышов, в фамилию. череде, пожалуйста, занимайтесь, доводите общество до конца. Мы же все будем за. Ну, я ж за. Мы о чем сейчас говорим? А Зеленский против. А Зеленский, а кто-то за. Занимайтесь. Ну, что дальше нужно сделать? Вот что хотите поговорить о НАБУ? О ком вы хотите поговорить? О О ком? Миндиче. Скажите мне. Вы хотите поговорить о детективах НАБУ, уже не знающие, куда миллионы вкладывать, с зарплатой в $700, со своими криптокошельками, домами, зданиями и так далее. О чем вы хотите поговорить? О том, что детективы живут лучше коррупционеров, что идет борьба за... Не борьба против коррупции все 10 лет. НАБУ сюда пришло не для этого, а для перераспределения потоков и влияния. О чем вы хотите со мной поговорить? Со мной очень сложно спорить об этих Ну, структурах. потому что Я вы, эту подноготную смотрите, всю веду 6 лет уже. вы ведете подноготную, но вы, ну вот скажите, вот хорошо, тогда давайте так.
Если вы уж вы так настолько как бы вот представляете структуры, схемы, рычаги, а русские там откуда взялись? Ну, это Русские. надо спросить у... Ну, послушай, это же были только три, или там два или три конкретных варианта. То есть глава СБУ Малюк и служба безопасности там провели обыски. Говорят, что вот этот, я просто фамилии их не помню, Саш, не хочу врать, да? То там такие высокие руководящие посты там в региональных управлениях НАБУ. У кого-то там отец, Россия, бизнес и так далее, и так далее. Это же к общей структуре не имеет отношения. Это имеет отношение к тому, что задача СБУ – очищать любые органы власти от влияния противника. И если где-то там затесались кроты, которые имеют отношение с теми нардепами, которые уехали из страны, это надо вычищать. Будь то НАБУ, будь то другие службы, не имеет значения. Поэтому СБУ себе работает в своем направлении. Это их задача конституционная – очищать предприятия и госструктуры от влияния российских спецслужб. Это одна задача. Политическая задача – другая задача. Как там будут голосовать депутаты – третья задача. Должно ли НАБУ бороться с коррупцией? Должно. Но если они за 10 лет продемонстрировали абсолютно другие вещи, то вы поддерживаете кого? Экспертов-международников, которые в НАП-советах, которые в общественных Люди советах. с картонками поддерживают Люди с картонками. возможность Ермака и Зеленского притянуть к ответственности. А этой Окей? возможности с вот этим законодательством нет. Потому что кто их будет сажать, Ермака и Зеленского? Их генпрокурор, которого он сам назначил, поставил? Или их СБУ глава? То есть мы, Смотри, и Саш, поэтому смотри. отсюда проистекают вот эти все публикации, которые там всю неделю, и даже сегодня, и вчера, ну, все читают всей страной и диву даются. Ничего себе, как светоч демократии, надежда и герой мирового, ну вообще мировой борьбы, выступающий на Оскарах, на Каннах, на всех площадках, превращается в диктатора и узурпатора. Это прямое следствие вывод из Financial Times и Bloomberg, которые сегодня, Значит, вчера опять пишут. оказываюсь я прав. Опять оказываюсь я прав. Вывод очень простой. Чем скорее мы закончим войну, тем скорее мы войдем в какой-то новый политический сезон, курс, да? Тем скорее будут выборы, и каждый из нас примет решение касательно власти. А потом будем думать про ответственность тех или иных представителей власти и так далее. Ну, все как обычно. Пока идет война, выборов же не будет. Значит, пока идет война, ни парламенту нашему, никому другому ничего же не угрожает. Вот поэтому я и говорю о том, что все, что связано с НАБУ, это такая, как бы, это так мало влияет на судьбу жизни граждан Украины, что это касается настолько узких интересов, ну, например, Петра Алексеевича, который не хочет сесть. Например, грантоедовских организаций, которые через USAID потеряли финансирование, условные Виталий и Шабунин. Я условные говорю, да, которые потеряли, вот оно, блин, мы ж были главные, мы ж были главные, НАП-советы, общественные советы, комиссии по выбору судей, мы были главные, демократы, глобалисты, Сорос, USAID. А сейчас мы как бы, нас хотят, у нас забрать это хотят, на улицу все, за демократию, за Европейский Союз. Это настолько, вот эти лозунги, мы за Европу ценности, ребят, так в Европе нет НАБУ. В европейских странах нет этой конфигурации. Нам же создали вот этот, значит, ромб, значит, НАЗК. Я вам сейчас за минуту просто ликбез проведу. НАЗК. Нацагентство по запобеганию коррупции. Предотвратить. Чего не предотвратили, вступает в бой НАБУ. Підозры, там, криминальные дела и так далее. Дальше САП. Специализированная антикоррупционная прокуратура. Дальше суд. ВАКС. Скажите мне, друзья, где в Европе есть специальная антикоррупционная прокуратура? А обычная прокуратура, она не нужна? Она не антикоррупционная. А что такое высший антикоррупционный суд? Ну, назовите мне Германия, Италия, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия. Назовите мне страну, где есть вот этот четырехугольник. Вы не назовете. Что в любой стране есть несколько вертикалей правоохранительных антикоррупционных органов, которые конституционно зафиксированы. У нас есть МВД, Нацгвардия, да, Генеральная прокуратура, ну там Служба безопасности Украины как спецслужба,
Дальше мы еще создали БЭП, Бюро экономической безопасности, и ГБР, Государственное бюро расследования. Скажи мне, что еще надо? Если мы хотим стать страной и бороться с коррупцией. Не хотим, никто не поможет. Это наш выбор. И поэтому не надо в лице НАБУ, вот НАБУ это светоч, это прям вот ценность. Какой светоч, какие ценности? Познакомьтесь сначала с тем, что там происходило в этом НАБУ. Просто познакомьтесь с персонажами, которые там работают. Люди чувствуют несправедливость, что пока это не касалось ближнего круга Зеленского, собственно, всех НАБУ устраивало, когда ловили мелких сошек. Как только вышли на Чернышова покрупнее, ведь все же, знаете, вот есть такая история, фильм этот «Не смотрите наверх», да? Вот это вот очень подходит. А еще есть такой «Не смотрите назад». А где Баканов? Как себя чувствует Баканов? Нормально все у него? Адвокатская практика, все хорошо? Чангары вот эти, кто что сдал, кто там предупредил, не предупредил. То есть Я тебе по секрету скажу, не надо... только Баканов себя хорошо чувствует. Хорошо себя чувствует Баканов, Петр Алексеевич Порошенко, Андрей Коболев, Наталья Ересько, Гонтарева, Не-не-не, вы им в одну кучу Абрамявичус. не мешайте. Баканов это друг Кто там у Зеленского. нас? Подождите. Кто там у нас в ОП сейчас работает? Сергей Лещенко, Смотрите, глава то этой есть экономической школы, Милованов. Нельзя смотреть ни наверх, Все ни хорошо назад. себя чувствуют. Это шоры обществу, и люди пытаются искать справедливость. У нас же как? У нас идеология Зеленского какая? Справедливость. У нас война должна закончиться как? Справедливо. Пусть они уже расследуют, пожалуйста, я тебя прошу. А пусть уже, сейчас вот все будет хорошо у них. 31-го им вернут все полномочия. У нас в стране опять будут править грантоеды. Пусть они уже разбираются с уголовными делами, там Чернышов, ничего, замечательно. Если у них все вот, то есть 10 лет они тренировались бороться с коррупцией, у них ни хера не получилось, сами стали во многом коррупционеры. Если сейчас с 2011 года у них получится очистить нашу страну, вот серьезно, вот, я буду за, поаплодируем вместе и все. Давай, ну что мы с тобой, я за, супер. Чернышов, Иванов, Петров, Сидоров, поехали, погнали, пленки, кто, кого, что, где прослушай. Я за, понеслась. Только мы как бы что, те 10 лет вычеркиваем, то есть там не вино, ну, мы куда это? Или мы с чистого листа? Это справедливость, ты считаешь, да? Ну, то есть вот это мы все, нет. Петр Алексеевич у нас с двумя крыльями, практически ангел, да? Ребята соросята у нас ангелы, и ни у кого из вас не возникает желания даже спросить, а как это, если ЦРУ, ЮСЕЙД, соросята, грантовские организации, телеграм-каналы, значит, если вы получали миллионы долларов за эти 10 лет, доллары американских налогоплательщиков, а вы за что их получали? За борьбу в Украине с коррупцией? Или вы получали их за что-то другое? Ну, тот, кто платит деньги, ставит же вам задачи. Или вам напомнить, как НАБУ отчитывалось о реформах не перед украинским народом, не перед украинским парламентом, а перед послами G7. Ездили чуть ли не по понедельникам в посольство при демократах. Вы все забыли. Вам сейчас в уши вот это. Я понимаю, нерв такой. Да, НАБУ. Только, пожалуйста, не надо вот НАБУ и демократия, НАБУ и ценности, НАБУ и... Это лозунг. Надо чуть-чуть глубже. А то, что в Украине колоссальная коррупция в высших эшелонах, во всех государственных сферах, и ее надо расчищать, а кто с этим Дмитрий, спорит? ну что какой-то вы этот олдскульный какой-то комментатор, вот это, Ну что? коррупция. Олдскульный, говорю, вы какой-то. Кто там, что? У нас вот новый премьер-министр Свириденко выходит и говорит, да это все преувеличено, какая коррупция, о чем вы говорите? Нет ничего этого, никто ее не чувствует, нормально все, жизнь идет. Свириденко говорит, что нет, а я говорю, что Раз есть. и напечатают. Ну, вас-то в Воге не печатают, а Свириденко нет, печатают. конечно. Я не такой фотогеничный, как наш новый Понимаете? премьер-министр, Вот так поэтому мне фотосессию в Воге не предложат, хотя, если бы я был бы советником госпожи премьер-министр, я бы просто задал вопрос одним словом, навіщо? Да, Ну, друзья, вот це навіщо подводим прямо итоги зараз. нашего сегодняшнего опроса. Когда закончится война? 8% считают, что через месяц, 21% что через полгода, 25% через год и 46% война закончится через же. Причем для всех сторон. Ну вот как-то так. Что скажете? Ну, я же свой вывод сказал, а я же не могу заочно сейчас
дискутировать вот с теми, кто 46%. Мне вот интересно было бы, ребята, почти половина вы вот через ЖО закончится. А вы где все живете? Готовы ли вы пройти через это ЖО? Вы, ваши семьи и так далее. Вы вообще понимаете, что такое через Ж? Ну или не понимаете? Думаю, что не понимаете многие. Пока веселитесь. Я бы не хотел, чтобы ситуация в мире, связанная с Украиной, закончилась бы через всеобщую Ж. Это будет печально для всех, кто здесь живет. Мне бы все-таки хотелось, чтобы месяц, два, три, пять, ну полгода, вот, ну мой прогноз вы знаете, четвертый квартал 2025 года. Это мой прогноз. Я стараюсь ответственно относиться к таким вот, знаете, заявлениям. А вот это, да не, все, сейчас оно все как вот это. Сейчас северокорейцы, прям сейчас вот это Путин, сейчас, да, ядерку, сейчас вот это. И все такие довольные, как будто играют, как будто, вот знаешь, ну, настольную игру играют. А сейчас там орешник, еще куда еще. Я в шоке просто от этих людей, которые вот так комментируют все Да, события. давайте с людьми То ли вы... пообщаемся. Значит, режим Блиц. Вопросы. Сначала Да, давай, клуб давай, у зрителей нас... Шелеста. Здравствуйте, Дмитрий. У меня к вам такой вопрос. В последнее время, читая новости, слышу, как в некоторых странах бывшего СССР, особенно тех, кто очень стремится в Европу, в учебниках истории период СССР переписывается как оккупация этих стран. У меня к вам такой вопрос. Чем, по вашему мнению, все-таки являлся СССР? Дружбой народов или оккупацией? И почему любой стране, чтобы сблизиться с Европой, это надо было до войны? Одно из условий всегда было поднасрать России. Это комплекс какой-то? Почему так? Александр спрашивает. Комплекс в том числе, ну, трудно блицом отвечать на такой глубокий вопрос, Саш. Я бы даже тебя попросил, вот зафиксируй этот вопрос, и я с удовольствием в следующей программе прям посвящу. Это очень важный аспект, гуманитарный, перепись истории и так далее, и так далее. Поэтому какая оккупация, если мы пользуемся многими вещами, оставшимися нам от Советского Союза, и, электростанции, ну, короче, что я перечисляю. А то, что Европа комплексовала все эти годы и требовала, неся вот эту морковку ЕС, хотите вступить в ЕС, вот вы должны вот это, вот это, вот это. Ну, мы об этом много раз говорили. У меня другое мнение. Я чту свою историю, историю своего города, своей страны. Я чту славные страницы истории. Даже тогда, когда мы были вот, да, в Советском Союзе, были черные страницы истории Советского Союза, были светлые, победные страницы, блестящие страницы, хорошие страницы, были отвратительные страницы. Это история, это как биография человека. У нас ангелов нет. Но вычеркивать это все с ног на голову, как у Джорджа Ору, ну Мистер Питкин это путь в спрашивает. никуда. Вопрос. А почему тогда Спивака бесит то, что НАБУ и САП не отчитываются перед народом Украины, но не бесит то, что наши родненькие министры даже не приходят отчитаться перед парламентом? И это бесит, это же одинаково, только это наши родненькие министры. Мы их переизберем через парламент будущий. А этих ребят мы не переизберем. Плевать они хотели на всех нас, потому что их избрали другие. И они подотчетны были все 10 лет другим. Поэтому ни один президент, ни один министр, никто на них не имел влияния, кроме грантовских организаций, через общественные советы. Прежде чем пытаться дискутировать, друзья мои, не обижайтесь на меня, пожалуйста. Изучите немножечко вопрос, подойдите к теме, ну, более, откуда они, что такое НАБУ, 10 лет, как, что за структура, кем создавалась, что такое общественные советы, кто туда входил, что такое голоса международников, почему они важнее голосов граждан Украины, где еще в мире такое есть. Может ли Шелест или Спивак стать членами НАБСовета какой-нибудь немецкой нефтяной компании государственной? Вот чтобы Саша и я, мы туда зашли и голосовали. Ну, сейчас все скажут, вы что, а почему же у нас можно? И так далее. Поэтому бесит меня и вот эта безответственность министров одинаково бесит. Но это все в структурных конституционных рамках нашего государства. Мы с вами или решим этот вопрос, и тогда будем жить как нормальная цивилизованная Так, страна, или Иван, не решим. Иван Вот и все. уточняет в сообществе YouTube, кто же все-таки организовывал протесты в поддержку НАБУ? СБУ вроде там агентов ФСБ нашла, а Спивак заявляет, что это происки Запада. Так кому верить, СБУ или Спиваку? Больше не буду отвечать. Я посвятил последних 30 минут. По-моему, разложил настолько все по полочкам. Ну, честно, не хочу больше. Ну, не хочу.
Одно и то же из пустого в порожнее. Значит, Украина суверенное государство, да или нет? Дайте ответ, пожалуйста, одним словом, пользователь спрашивает. Ну, одним словом не дашь, зачем же вы меня ставите в рамки? Я отвечу так, как я считаю нужным. Украина сегодня очень зависима. Еще со времен, когда правили демократы, когда вводили нам за эти 10 лет вот эти все структуры, это ущемляет суверенитет любого государства. Это влияет на потерю части суверенитета любого государства. Как говорил Амшельд Ротшильд, помните? Дайте мне управление государственными деньгами, и мне будет по барабану, кто в этой стране принимает закон. Это гениальная философия обхождения. Поэтому, да, после войны надо как-то все это возвращать, вот эту частичку суверенитета. Что ж тут сделаешь? Мы зависимы сейчас. Это правда. Это Значит, правда. пользователь пишет о том, что в начале года вы повторяли, что вы требуете гарантии безопасности от Штатов или НАТО. Вы говорили о том, что нет смысла в остановке боевых действий без этого условия. Россия перевооружается, передислоцируется и так далее. Теперь вы говорите безусловное перемирие, уже без каких-либо гарантий. Вопрос. Вы прогнозами любите заниматься, так вот... Я просто хочу остановить вот этот надо поток закончить, подождите. бессознательного. Это не поток бессознательного. То есть в начале года тренд был нарратив, что гарантии безопасности. Сейчас тренд безусловное перемирие. К концу 2025 года какой будет тренд? Вот к тому времени, Все? о котором вы говорите, Все? прогноз. Все? И уточнение по газу. Ну давайте от начала это, потом по газу. Не, по газу. Если человек, который это пишет, не понимает, чем отличается долгосрочный устойчивый мир с гарантиями безопасности от безусловного перемирия, мне не о чем дискутировать с этим человеком. Мой прогноз никак не меняется. Когда речь идет о долгосрочном глобальном соглашении о будущем мире, должны быть гарантии безопасности, место Украины в будущей архитектуре европейской безопасности. Я говорю это каждую неделю. Второй вопрос – это перемирие. Это вообще другой вопрос. Украина за безусловное перемирие без каких-либо условий на 30, 60, 90 дней, чтобы начинать говорить и вести диалог, но уже в условиях окончания боевых действий. Если вы не понимаете разницу, ну как мне с вами вести дискуссию? Так Если это вы пытаетесь, не подождите, понимая это не разницу, разница. как-то меня вот Не-не-не, это... странные люди вот. Подождите, а чего нам напали на пользователя? РВС какой-то пользователь, ну какой бы он ни был. Смотрите, тренд был в начале года такой, сейчас вот такой. Саша, я же только что ответил. Так, Абсолютно не изменился. 25-м? Одинаковый тренд. В начале года одинаковый тренд. Давай еще раз я повторю. Слушайте, вы меня достали уже. Еще раз. Если мы говорим о устойчивом мире на десятилетия вперед, это глобальное соглашение, которое требует и посреднических условий, и гарантии безопасности, и определенных соглашений, и подписанных документов. Это очень сложный процесс. Он не меняется у меня. Сегодня мы говорим о том, что для того, чтобы идти в дипломатическую сферу, нужно остановить кровопролитие. Украина говорит, мы за безусловное перемирие на 30, 60, 90 дней, пожалуйста. И давайте говорить. Перемирие и устойчивый мир – это два разных вообще понимания. Это две разных позиции. Поэтому мой прогноз, он никак не меняется. Это касательно одного процесса, это касается другого процесса. Ну, когда, я не понимаю, почему вы этого не понимаете. Когда Уитков говорит о том, что добьется Трамп мира в Украине до конца срока, знаете, как-то так вот тревожно становится по поводу этих трендов, которые в начале года, в середине, в конце года. Да, вот Витков выходит и говорит, все, до конца, не переживайте, до конца каденции Трампа будет мир в Украине, все хорошо. Значит, по поводу газа... Если вы сейчас на экран выведете все фразы того же господина Уиткофа за последних 3 месяца в правой колонке, в левой Дональда Трампа, посредине, там, не знаю, Рубио или Венса, ну, то вы поймете какие-то вещи. Поэтому не следите за каждой фразой, кто что сказал. Они дают интервью со своим СМИ, там, Fox News, еще кого-то. Они уже осторожны. 2 месяца тому назад, если бы Виткофа спросили, он бы сказал, все, вот сейчас, месяцы мы все решим. Сейчас уже ситуация меняется в мире.
Поэтому даже такие люди, как Витков, ну, как бы, да, вида соизмеряют позицию в соотношении с реалиями в мире. Вот и все. Мгм. Значит, а, уточнение там по газу было по поводу, сможет ли вообще Америка обеспечить Европу газом, ну, вот нужными объемами. Вот такой момент. Объемами, да, а цена американского газа категорически неприемлема для Европы, если они хотят, ну, подняться с экономических колен. Поэтому они будут миксировать, да, что-то покупать у России, что-то покупать у Америки, чтобы как-то, да. Все это до окончания войны. Все, что будет дальше, это зависит от того, к какому глобальному соглашению они придут и какие договоренности между Трампом и Путиным будут в отношении передела энергетического рынка, в том числе Европы. Значит, Лика обращается к вам, говорит: уважаемый Дмитрий, вы просите всегда задавать вопросы, но с фактами, а не просто бла-бла-бла. Поэтому сначала факты, а потом вопрос. Факты. Вам внесли в Конституцию путь в НАТО вопреки Конституции, не спросив народ. Народ промолчал, начали строить военные биологические базы. Вопреки Конституции народ промолчал. В 2014 году на деньги глобалистам совершили переворот, народ промолчал. Запретили УПЦ русский язык, предали память предков, народ опять промолчал. Ваши так называемые элиты продали всех за 30 серебряников бритам и глобалистам, как мясо на войну с Россией. Так, может, это ваши продажные элиты виноваты в том, что происходит? Прошу вас, опровергните хотя бы один мой факт, и согласны ли вы с высказыванием Монтескье? Вина не на том, кто начал войну, а на том, кто сделал ее неизбежной. Нет, не согласен с высказыванием этого великого гения. Понимаю, что это зрительница из России, понимаю, на что она намекает. Нет, не согласен категорически. Войну начал Путин 24 февраля 2022 года, начав широкомасштабную войну против Украины с применением всех видов войск и вооружений, за исключением ядер. Это первое. Второе, конечно, много раз об этом говорил, что Украина профукала глобальный, огромный свой потенциал. Виной этому за эти 30 лет украинская политическая элита. Ну, что тут спорить-то? Здесь даже спора не получится, перечисляй, не перечисляй. С какими-то есть перечислениями я с вашими согласен, с какими-то нет. Но по большому счету. Что касается Конституции НАТО, то это проблема, которая сейчас является проблемой. И все забыли, что это Петр Алексеевич Порошенко. И он сегодня лидер демократической оппозиции. И мы вот это вот армия нового мира. Все забыли, что это Порошенко уничтожил Укроборонпром. Куда-то дели 100 миллиардов военного сбора. Да, где-то все наши ракетные программы делись. Как-то склады взрывались, надо спросить у Порошенко и у Пашинского. Что-то взрывались они, взрывались. И взрывались, и взрывались. Патронного завода они построили. Ну, вот армия нового мира, да, и так далее. Много есть вопросов. Но дело не только в Порошенко. За 30 лет Украина была по своему потенциалу в топ-3, по крайней мере, Восточной Европы. Мы могли жить как в Швейцарии. Каждый гражданин Украины. А у нас создалась каста такая, да, сословие чиновников, называющих себя политиков, депутатов, прокуроров. И все это длилось и длится 30 лет, это правда. Война сейчас должна стать Рубиконом. Да, направо пойдешь, налево пойдешь. То есть вынесли уроки из всего этого, значит, пойдем в правильном направлении. Не вынесли, ну, тогда, что уж тогда. Это наша тогда судьба. Да, в чате очень много вопросов, ну, скажем так, про перемирие. Если хотите, можете вернуться. Вот, типа, зачем России перемирие и может ли Украина требовать? Имеет ли, ну как, и силу и вес потребовать вот этого безусловного перемирия? Ну, то А есть, не, силу и вес вообще в мире имеет только одна страна. Так все остальные. Ну, ну, имеется в виду, насколько это возможно. да, Значит, да. Алексей Иванов, уже поздно спасать генофонд украинской нации? И проще завозить кого-то, африканцев и арабов? Вот Ну, такой Алексей, вопрос. если вы подключитесь, то еще нет. Вот, нас уже трое. Вот вы подключитесь, Александр и я. Я обожаю вот Ну, такие у вас вы же видели вот глобальные. этот ролик, Львовский горсовет снял, ну, деньги выделили. Украина 2062 год, там вот этот вот, типа,
ну, пересказ истории, там, как закончилась война, Украину Понимаешь, Саш, взяли. какая Видели этот разница? Да, пропагандистский ролик? да, Ну, да. Понимаешь, какая разница? призыв в армию, типа. Понимаешь, какая разница между мной и вот многими авторами вот этих издевочных вопросов? Я готов жестко критиковать государство, но я не готов в издевательском тоне говорить про свою страну, тем более во время войны. Вот услышьте, что я сейчас сказал. Я готов жестко критиковать представителей государства, политической элиты за конкретные вещи. Сегодня, вчера, позавчера. Но я не готов в издевательском тоне говорить о себе, о нас, в своей стране. Это не морально, не этично, безнравственно и подло немножко, подленько. Вот это моя позиция. Можно с ней соглашаться или нет? Нет, смотрите, тут дело не в этом. Это вот уже официально, ну как, это тренд, что, ага, будут тут вот темненькие, темнокоженькие бегать, там еще какие-нибудь, там еще вот эти. И вот 2062 Я год, сказал свою позицию. Можете продолжать дальше, кто там будет бегать. Посмотрите на Европу, кто где бегает. Посмотрите на Америку, кто где бегает. Мир глобальный. Миграционные потоки глобальные. Их хрен остановишь. Посмотрите, кто где бегает. Посмотрите на цвет кожи футболистов сборной Франции. Ребят, прекратите издеваться над собственной страной и ерничать. Давайте говорить по существу и делать выводы, что можно сделать из сложившейся ситуации. А то, что проблемы с демографией, конечно, проблемы. Баланс умерших и родившихся – проблемы. Миллионы людей за границей и не хотят возвращаться – проблемы. Да у нас колоссальное количество проблем. Гуманитарные, да, язык, культура, история. Мы или решим эти проблемы, или нет. Но давайте их как-то решать, каждый на своем месте, как-то, как это сказать, ну, созидать как-то, чуть-чуть созидательней, а не ерничать только. причем Ну, мне нет, кажется подождите, так. вот сегодня, хорошо, давайте не так. Давайте тогда, вот сегодня утвердила уже Свириденко предложение Шмыгаля прошлого, вот эта вся история, что 7 тысяч гривен, ну, в общем, увеличиваются выплаты за ребенка, родившегося, поможет. Ну, конструктив давайте переводить, а не просто в какие-то издевки. Ну вот сегодня, смотрите, у нас Зеленский высказывается, что нам нужно 60 миллиардов, 65, 40 просто, 25 конкретно на дроны, ну, имеется в виду для того, чтобы год, на следующий год, да? А мы вот вводим вот эту историю, это потому что вообще получается, это копейки будут или станет, или мы не можем не тратить эти деньги, повышать У нас выплаты. колоссальная дыра в бюджете, нам не хватает огромное количество денег по году. И, к сожалению, мы опять же в зависимости от международных доноров. Тем более, если продолжится война. Если она закончится к концу 2025 года, это другая история. Поэтому, что касается этого решения, если это популизм чистой воды, то это грустно. И если это решение, которое войдет в силу, и у нас есть на это деньги, средства и возможности, то окей, ну почему нет, социальные программы должны быть. Ну, то есть тут все очень просто. Или это есть, или это нет. Или это популизм, или это конкретное решение. А ответ на этот вопрос мы узнаем через месяц буквально, не позже. Вот и все. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что пишете, за то, что смотрите. Дмитрий, благодарю за время, мысли и Спасибо. этот эфир. В любом случае, Спасибо, друзья. Мира и добра. в любом случае, друзья, вот я считаю, что нужны разговоры, нужны, ну как бы, не просто елейные речи какие-то, велеречи. Надо жестко, четко говорить друг с другом. Вот так, по-настоящему. И предлагаю этим заняться в комментариях под этим видео, конечно же. Подписывайтесь, не забывайте. И до следующих встреч. Берегите себя и друг друга. Добра и света.